Приветствую вас, друзья, на моем канале в пространстве гармонии, света и интуиция. С вами Ева. И сегодня мы посмотрим очень интересную тему, что у вашего мужчины на душе, на сердце. Потому что не в мыслях, не в действиях, а именно что вот у него на сердце. И вот колода «Магия сердец» как нельзя лучше сегодня подойдет. Я вот рука потянулась именно к ней. У меня очень много колод, но вот именно вот почему-то в марте месяце сейчас рука тянется именно вот к этой колоде. Вот. Загадывайте, как обычно, один или второй вариант. Но я, когда вот настраивалась на нашу тему сегодняшнего расклада, мне сразу с потока пришло, что для многих сработает и первый, и второй вариант, потому что в разные фазы отношений, в разные эмоциональные, скажем так, состояния будет по-разному отыгрываться. Вот. Поэтому загадывайте первый, второй вариант, настраивайтесь. Я пока настраиваюсь на вас. Вот. И начинаем. Интересно, я как только решила, именно эта тема мне пришла в потоке, именно про его чувства на сердце, что у человека к вам, сразу же затянуло небо. Да. Возможно, сейчас такой момент, немножечко такой какой-то неясности, неопределенности, поэтому вы смотрите этот расклад. Ну, давайте смотреть единички, что у вас, что у вашего мужчины на сердце к вам. Монашество, что у него на сердце. Ну, я думаю, что у него на самом деле на сердце, вот не зря я сказала, что достаточно такие непростые сейчас моменты, у него какое-то ощущение, знаете, от него идет такой отстраненности, немножко задумчивости, именно на сердце, не в мыслях, да, именно на сердце, к чувствам. То есть он как будто бы немножко сдерживает свои чувства, эмоции. Он, может быть, и хотел бы как-то проявляться, но не знает как подступиться. То есть какая-то вот такая вот, знаете, сдержанность, отстраненность, она однозначно присутствует. Это я прям вот сразу, как только я взяла эту тему и выбрала единичек, сразу же это почувствовала. Почему же это может происходить? Карта идет сваха, ну, какие-то третьи лица. Может быть, это связано, если вы в браке, может быть, действительно какие-то, не знаю, там подруги, знакомые, свекрови и так далее могут быть как-то стоять на пути ваших отношений, именно вот проявление чувств. Может быть, еще такой момент, что у человека работа отнимает очень много сейчас, в данный момент времени, очень много сил, переживаний, именно вот сердечных переживаний. То есть не только человек думает о работе, он о работе очень сильно переживает. Поэтому это еще может, знаете, вот блокировать какое-то ощущение вот той теплоты, которую он хотел бы к вам проявить, потому что у него на самом деле к вам очень много страсти, теплоты. То есть у него очень много эмоций к вам. Он хотел бы с вами близости, он хотел бы с вами проводить время, хотел бы вас просто сгрести в охапку, это однозначно. Но то есть чувства у него, понимаете, очень такие, понимаете, они, скажем так, они не то что зарождающиеся. Я вот вижу даже у тех, у кого отношения давно, у них все время, вот знаете, вот у мужчины все время как медовый месяц, у него все время такое зарождающееся чувство. Они такие на начальном этапе такой слюбленности, поэтому пришла карта страсти, да, то есть у него, в принципе, к вам есть большие чувства, есть чувство влюбленности, независимо в браке много лет, или вы только начинаете встречаться, или вы только общаетесь, у человека на сердце к вам, ну, у него и флирт, и влюбленность, он на вас заглядывается, то есть вы ему нравитесь, однозначно. Вот, у него на сердце к вам тепло. Тепло, страстно, горячо, но проявление, понимаете, проявление, к сожалению, закрыты, потому что у него, ну, то есть, как бы проявления, я смотрю, есть, но они как бы сдержанные, они как бы заблокированы другими какими-то ситуациями, обстоятельствами, эмоциями. То есть я думаю, что это какой-то временный момент. Это как бы пройдет, знаете, вот как жатва урожая. Это как бы вот это скосится, этот момент пройдет, он справится с этим, да, он сделает ту работу, которую ему нужно сделать, и все будет классно. Давайте вот подсказку, совет. Ну вот алкоголизм, да, но у него сейчас тяжело на душе, то есть он сейчас пытается решить какие-то проблемы однозначно, вот, и дается ему это тяжело. Вот. Почему вышел алкоголизм? Потому что человек как в зависимости, то есть человек находится в зависимости эмоциональной там, от работы. Почему-то мне больше идет именно про работу, про какую-то деятельность. Может быть, еще такое, знаете, такая сдержанность, если кому-то может отыграться, что у человека как будто бы, знаете, есть еще какие-то обязательства перед другой женщиной, возможно. Тоже есть такой нюанс. Поэтому он сдерживается, он контролирует свои эмоции, поэтому
Есть такой вот здесь вот нюанс. Это для тех, у кого как бы отношения в такой стадии неопределенности. Ну вот видите, сразу же выходит обязательства. Я же говорю, что есть какие-то обязательства. Возможно, у него или рабочие обязательства, или какие-то социальные, ну какие-то, да, вот в социуме какие-то вопросы. Или, может быть, у него не развязаны еще отношения с прошлым. Есть такой момент у тех, у кого только начинается, или какие-то есть треугольники. То есть проблема, да, треугольников однозначно. То есть у кого-то это точно отыграется. То есть его это тянет вниз, он не может из этого никак выкарабкаться, поэтому вот такие вот у него чувства к вам. Видите, вот небо как затянуло, да вообще, я прям вот чувствую, и у него на душе, знаете, то есть это, знаете, как у человека, которого на самом деле вот такая вот, что тут у нас, счастье, да, то есть у человека к вам на самом деле, сейчас еще вторую карту возьму, вот, видите, прошлое, на самом деле у него к вам абсолютно светлые, теплые чувства, видите, прошлое, а печали, тоска и тяжесть, она как раз из-за прошлого. Поэтому у него к вам самые светлые, теплые чувства, именно чувства. Но эти чувства не могут иметь какое-то проявление, полное раскрытие именно из-за того, что у человека в какой-то момент, как сказать, у него ну, есть какая-то нерешенность. И я вот вижу, как он быстро, интересно, решит эти вопросы. Ну, и листик сразу прилетел. Представляете? В окно залетел листик. Я думаю, что очень быстро. Это он так прям впорхнул лист в окно. Очень быстро будет решаться. То есть он будет действовать. Он однозначно будет действовать. Причем он будет действовать какими-то методами, знаете, такими хитрыми, непрямыми. Ну, потому что чувства к вам, они сильнее всех обстоятельств, они сильнее всего. Ладно, дальше давайте смотреть, какие еще у него есть чувства к вам. Ну, у него есть чувства к вам родственной души однозначно. То есть он чувствует, что вы родственный душачек, с которым он может поделиться какими-то переживаниями, чувствами. То есть человек действительно к вам привязан эмоционально. Если вы в браке, то он вообще без вас свою жизнь не представляет. Вы для него как единое целое. Если отношения только начинаются, потому что я вижу, есть, наверное, половина людей, которые будут здесь смотреть, почему такой у меня разброс идет, потому что именно на этот расклад придут люди, у которых разные стадии отношений. И одна из стадий отношений как раз, когда люди только начинают, у них только, вот я смотрю, зарождаются какие-то переписочки, какие-то звоночки. Вот, и тогда, видите, еще вот такой стадия выбора, еще как бы неопределенность какая-то есть, только начальное отношение, вот там вот может как раз вот это больше сработать, понимаете, то, что человек закрывается именно по этим причинам. Вот. Давайте посмотрим, что у него еще на сердце. Ну, он такой, как сказать, холеный парень. Любит он, любит страсти, любовь, отношения. Для него это все очень важно, чувственная натура. Проявляет он чувства, в принципе, он склонен. Если вы думаете, что он сейчас такой закрытый, может быть, как-то не до конца вы получаете ту полноту чувств, которую вы хотели, но на самом деле сейчас вот этот период так называемой холодной постели, да, такой отстраненности, он временный. На самом деле у него в душе вот желание с вами предаться, понимаете? То есть у него огромные страсти по отношению к вам, это прям 100%. Так, давайте смотреть, какие еще у него чувства к вам. Опоздание. Ну вот у него есть, видите, он боится, может быть, что он может со своими проблемами, пока он будет решать, или пока он там чего-то будет заниматься своими вопросами, возможно, он ревнив, возможно, он боится, что вот такую девушку могут-то и забрать, понимаете? То есть у него есть такие мысли в чувствах, он переживает. Может быть, даже умом он понимает, ну, как мы вместе, или там, как бы, ну, я там за ней ухаживаю, или там мы пара, но на чувственность, на сердцах у него все равно там где-то ёкает, что вас могут там, кто-то, да, потому что вы для него как бы все, то есть он для вас, вот, знаете, он душой прям вот так вот к вам тянется. Вы для него очень важный человек сейчас, в данный момент жизни, эмоционально крайне важный человек. Такая, знаете, эта песня идет «Единственная моя», как в детстве, да, ну опять выходит, да, то есть вы для него единственная, и он боится вас там в чем-то, может быть, даже упустить. Так, дальше, поехали. Дальше, поехали. Давайте последнюю карту для единичек. Вам совет от высших сил, от карт.
сидеть на шее. Ну, вот такой вот вам совет. То есть седлайте своего коня, не бойтесь садиться мужчину на шею, пусть он вас балует, потому что вы можете его на вот эти чувства, которые, может быть, он закрывается, вы можете его на самом деле на это легко, как бы, ну, в хорошем смысле раскручивать, его в хорошем смысле вдохновлять на это. То есть вы можете его как бы расшатывать, чтобы он действительно становился более эмоциональным, чувственным. То есть он очень податливый, он даст вам такую возможность как бы вести себя, понимаете, и именно в чувственных отношениях. Вот, поэтому вам совет не, как бы сказать, не пугаться того, что он, возможно, не проявляет вам так чувств, как вы хотелось бы, а как бы брать в чем-то, может быть, именно в эмоциональной сфере, как бы, да, в свои руки, потому что вы должны понимать, что просто человек, ну, он не то, что вас как бы там не любит или отстраняется, или охладел, нет, он, понимаете, он подкаблучник, он, сейчас еще одну карту возьмем, видите, он влюбленный подкаблучник, он готов, как бы, понимаете, вот целовать, то есть песок, по которому я ходила. Вот как-то так. Поэтому вот такой вот мужчина, первый вариант, единички, девочки, крайне за вас рада, что у вас мужчина такой чувственный, эмоциональный, вот, и я думаю, что этот период очень временный, это сейчас вот буквально только пройдет, да. Ну да, я думаю, что в итоге вот все вот эти сложные моменты эмоциональные закончатся, в общем-то, сеновалом, все будет замечательно, страстями и объединением. Ну, такой вот у нас вариант единички. Давайте смотреть второй вариант. Двоечки, загадывайте, думайте про эту тему, думайте про своего мужчину. Как я говорю, загадывайте, в смысле, ну вот настраивайтесь, да, на эту тему, загадывайте того мужчину, на которого вы смотрите этот расклад, а может быть, я вот что-то сейчас мне так пришло, что даже нос зачесался, такие вы коварные, что, возможно, кто-то будет смотреть на двух мужчин, потому что мужчины, здесь я смотрю, чувства разные, все такое скрытое, все такое покрытое тайной. Ну, давайте смотреть второй вариант. Холодная постель. Как не мешаю, видите, вот одни и те же карты. Холодная постель выходит. Почему у второго варианта выходит такой вариант? У него сейчас чувства, ну, закрытые, возможно, есть какие-то обидочки, возможно, есть какие-то, знаете, моменты, ты мне так сказала, я то сделала. То есть какие-то вот такие вот, я смотрю, в горячах что-то могло быть сказано. То есть если вы в отношениях, у вас есть, если отношения только-только зарождаются, какое-то недопонимание могло быть, да. И то есть какие-то неправильно понятые слова, и вы как бы оба загорюнились, особенно он загорюнился, запечалился. Вот. Так интересно. Двоечек. Что еще он чувствует? Сплетня. Ну да, я думаю, что были какие-то разговоры, разборки, какие-то были недопонимания однозначно, что-то было не понято не так. Там, знаете, бывает такое в отношениях, особенно когда они только начинаются, да даже отношения, у которых долго, да, бывает у кого-то что-то накапливается внутри, какое-то переутомление. И одно малейшее слово, оно неаккуратно сказанное, оно может привести, понимаете, к такому вот чувству одиночества. Вот, и чувствуешь себя уже совершенно один посреди как бы вот вообще непонятно чего. Поэтому вот сейчас у вас с мужчиной может быть такое на сердце у него, такое чувство. Так, давайте хорошо перемешаю еще. Что у него еще в чувствах? Тяжело перемешивается. Почему-то, знаете, на сердце тяжело очень. И ситуация тяжелая. Вас она, я смотрю, немножечко... Что у него на сердце? Семья. Ну вот он, вы знаете, он все равно думает, что бы ни происходило, какие слова не были бы сказаны, все равно вы для него близкий человек, все равно вы ему интересны. Он с вами видит как бы развитие ситуации, продолжение. То есть он хочет с вами искать компромиссы однозначно. Какой-то общий знаменатель подводить, и у него на сердце чувство, что я должен с этой женщиной договариваться, я должен с ней как бы выходить на контакт. Ну, как бы, у него однозначно выпрыгивает какая-то карта. Интересно, что за карта? Путешествие. Даже две карты. Сейчас положу колоду, посмотрю. Они прям выпрыгнули у меня. Качели и путешествия. Такие вот, да? То есть я думаю, что действительно были какие-то эмоциональные качели, и может быть, есть какое-то сейчас, знаете, отдаление друг от друга. Вы как бы, может быть, не общаетесь, какая-то пауза. То есть чувство есть, что мы немножечко переусердствовали, и поэтому, может быть, он переусердствовал. Есть такой момент, что и вы как бы такие, все, давай, в блок. Я думаю, что здесь кто-то кого-то отправил даже в блок. Вот.
Причем женщина, скорее всего, может быть, вы. Я не думаю, что он. Нет. Я думаю, что было сказано им какое-то неаккуратное слово. Вот, ручеек, да. Ну, скорее всего, был какой-то поток разговоров, диалогов, какой-то поток слов, в котором что-то было не до конца. Вот. Ну, вот здесь тоже, видите, сидеть на шее выходит карта. То есть, видите, вот почему я сказала, что первый, второй вариант, даже вот в каком раскладе я не смотрю, могут перекликаться, потому что поле одно, и в потоке, хотя идут разные варианты, но для женщин, видите, вам совет, что на самом деле мужчина был бы рад, если бы вы как бы проявили в чем-то инициативу, может быть, и даже, скажем так, ну, может быть, вышли на примирение первое, он с удовольствием бы это подхватил, или как-то, если какие-то есть разногласия, может быть, вы немножко как-то более снисходительно бы к этому отнеслись, к каким-то эмоциональным перепадам. Поэтому обязательства тоже, видите, опять выходят те же похожие карты, да, почему здесь эта карта выходит, да, именно в плане чувств, именно к нему во втором варианте, потому что, я же говорю, что есть что-то стало между вами, может быть, какая-то тема конфликта, может быть, у кого-то из-за детей даже, у кого-то из-за каких-то, из-за какой-то мелочи, из-за какой-то ерунды вы погрызлись, и на сердце у человека, понимаете, камень. Вот тут фундамент идет, но я думаю, что это в данном случае мы будем смотреть как камень, да, то есть и немножечко это все, знаете, как-то так, расшатало. Ну, давайте смотреть еще, что у двоечек на сердце, потому что я вижу, что там еще есть 2-3 таких момента, про которые нам нужно проговорить. Так, самолетики. Я думаю, что у мужчины на сердце к вам желание с вами общаться, флиртовать, переписываться, постоянно поддерживать контакты. Есть мужчины, которые могут там раз в неделю написать, там раз в день написать. Это мужчина, который в течение дня с удовольствием будет с вами переписываться, обсуждать, что вы там поели, какое у вас сегодня платье, какой у вас там классный там мейкап сегодня, ну что угодно. То есть обсуждать какие-то темы. То есть человек, да, вот видите, сразу выплыкивает карта. Человек хочет с вами близости, то есть он хочет с вами вот такого вот контакта, он не видит вообще никаких проблем. То есть у него на сердце к вам такая, знаете, вот стабильность, у него так все стабильно, без перепадов. И вот то, что сейчас произошел какой-то такой момент, я вижу, что для него это как бы, ну, непонятно. Ну, это же какая-то ерунда, чем мы из-за этого как бы будем ссориться. То есть у него вот такое вот на сердце есть. Да, ну, я говорю, что мужчина, видите, поводок, он как бы он не понимает, ну что мы сейчас тут, да, вот ваш дом, ваши отношения, и как бы, ну давай, поведи эту ситуацию, немножко ее разрули, я пойду, куда ты скажешь. То есть он готов извиниться, вы только ему скажите, вы знаете, это как, я подарю тебе цветы, только скажи, какие цветы ты любишь, да, там, я тебя свожу, куда ты хочешь, ну только скажи. Вот такое вот идет. То есть он не хочет вот это, знаете, немножко из таких мужчин, ну давай не будем ссориться, давай не будем напрягаться, давай как бы вот у него такое вот, такие вот чувства к вам, понимаете? Опять перемешал, опять поводок. Ну, потому что я продолжаю об этом говорить, понимаете. Опять вышел поводок на торце. Вот, то есть вот как вы поведете, понимаете, так и будет. То есть если вы решите, что будем дальше играть в молчанку или будем дальше обижаться, будете обижаться. Если вы скажете, давай, милый, давай пойдем туда, или там сделай то, если вы сделаете какой-то первый, так, кстати, маякнете ему, типа, я согласна отреагировать на твои чувства, да, понимаете, сразу же все, он упадет к вашим ногам, будет крутиться, вертеться, то есть у него на сердце абсолютно, знаете, вот такое чувство, вот как вы, так и будет, вот такой вот мужчина, понимаете, вот. Он будет вас отправлять в путешествие, он будет вас сделать счастливой, чтобы вы летали, порхали, будет все для вас делать, понимаете, чтобы вы были счастливы. Поэтому только ты, милая, скажи. Такой вакула, понимаете, вот это черевички. Вот, ну давайте последнее посмотрим карту, что еще у него за чувства. Ну, он вами опьянен однозначно, то есть эта карта, вот я просто вижу, что он вами одурманен. Я же говорю, что вот вы можете им крутить, вертеть, как хотите, потому что у него на сердце к вам, ну вот он ваш поклонник. Вы его очаровали. Давайте совет вам, двоечки, как вам быть с вашим мужчиной, с таким чувственным, стабильным и этим... что тут у нас выпрыгнуло? Давайте посмотрим. Вот, видите, чтобы вы видели, что я элементы. Ну вот, видите, что у него, вам совет, двоечки, да? Вам, ну, если он вас обидел, попросите у него подарок. Цветы, не знаю, что вы там любите, не
знаю, там спа, поездку, в ресторан, я не знаю, цветы, что угодно. То есть, ну, возьмите компенсацию за ваш моральный ущерб. Вот. И он будет счастлив, как ребенок просто после этого, понимаете? Он будет счастлив, вот ситуация разрешится, это холод уйдет, он будет счастлив. Вот так вот интересно сегодня на сердце у вас, дорогие мои. Да, ну, он вами околдован, однозначно. Вот я вижу двоечек, он вами околдован, очарован, будет делать вообще все, что вы скажете. Вы для него женщина-мечта. Давно эта карта, кстати, не выходила. Ну, вот я просто об этом думаю, что вы для него, видите, вы для него женщина-мечта. Он будет делать все, что угодно. Вы его околдовали, очаровали, может быть, своей красотой, своей какой-то, знаете, эмоциональностью, чувственностью. То есть он для вас, ну, как бы, он для вас достанет просто звезду с неба. Поэтому, ну, прощайте уже его, если он там вас обидел, если есть какая-то ситуация недопонимания. Сделайте шаг, маякните ему, вот, что как бы, давай-ка, не извинись, да, там, как там, извинись, в общем-то, пора извиниться ему, вот. В общем-то, вот такой вот расклад сегодня, очень красивый. Может, сейчас я прям эти карты заскриню, потому что вот для двоечек, прям, видите, вы его околдовали, вы для него женщина-мечта. Вот так вот, сохраняйте себе, скриньте, поставлю это тоже на заставку. Классный расклад, очень, видите, перекликаются первый и второй вариант, но разные мужчины и разные женщины смотрят, разные у них обстоятельства. Давайте последнюю карту вытащим, совет для всех, для двух вариантов. Самолюбование. Ну, совет такой, что, девочки, ну, чувство превыше всего, любовь превыше всего. Поэтому, если у вас какой-то момент недомолвок, ну, немножечко как-то так, это, знаете, вы королева, ну, как бы, вот вам подсказывают, поймете, что вам немножечко нужно, как бы, вот, как сказать, немножко поиграться этим. Если случилась какая-то ситуация, да, неприятная, в общем, вот. Игриво выйдете из нее, понимаете? Вот. Еще одну карту. Ну да, я думаю, что все решится. То есть если вы мудро будете себя вести, если вы будете, скажем так, по-женски разруливать эти все конфликты, то все будет классно, у всех все стабилизируется. То есть вот эти вот на чувствах, у кого на эмоциях есть какой-то момент охлаждения, он однозначно, или недомолвок, он уйдет, и все будет хорошо. Вот. Да, все будет очень хорошо. У вас все будет хорошо. Все будет классно. Вот. Ну что, я была рада вас приветствовать на моем канале, провести для вас этот поток, прочитать для вас эту ситуацию. С вами была Ева, я ясновидящий, экстрасенс, целитель. Я работаю с энергиями, с отношениями, я вижу причины ситуации и могу помочь вам разрешить любую проблему, если вы на то сами даете себе разрешение и сами хотите перемен. За вас никто перемены в вашу жизнь не приведет. Мы сами меняем нашу жизнь нашими мыслями, нашими поступками. Поэтому хотите быть счастливыми, делайте все для этого. Все у вас будет. Желаю всем счастья. Пусть ваш мужчина, вот карта тут выходит, сваха, семья. Ну, сваха, семья. Пусть ваш мужчина, несмотря ни на какие обстоятельства, снова воспылает к вам чувствами, и все у вас будет хорошо. Ну, с вами была Ева. До встречи на канале Ева Оракул. Обязательно оставляйте в комментариях свои варианты, потому что без ваших комментариев мой молодой канал просто не будет как бы расти, развиваться, и мне настолько важно, вы не поверите, я читаю каждое сообщение, отвечаю каждому человеку, и я знаю, потому что я запоминаю поток, запоминаю карты, и когда вы пишете, я сразу думаю, о, интересно, вот такой вариант срезонировал, вот это срезонировало. Мне это очень важно, поэтому очень благодарна всем, пусть вам вернется все старицей, каждый ваш лайк, каждый ваш комментарий, потому что я абсолютно с чистым сердцем провожу для вас эти расклады, желаю вам счастья, и пусть в ваших отношениях и в вашей жизни только будет свет, любовь и гармония. Ну все, я прощаюсь. Теперь уж точно пока. До новых встреч.